Этот ролик, который вы сейчас увидите, это был последний ролик, который я успел записать в Киеве и который я не успел выложить. И кто бы знал, что это будет настолько актуально. Медитация без шизы. В наше вот сейчас тяжелое время каждый человек, даже который был далек от медитации, от психопрактики и так далее, сейчас это будет очень полезно для любого человека. Пользуйтесь на здоровье и берегите себя. Поехали. Итак, друзья, сегодня у нас такая интересная тема, как медитация без шизы для новичков. Кстати, вот по поводу новичка у меня вот такая вот мысль образовалась в голове. Вот заметьте, когда все эти события с химическим оружием, с новичком появились, у меня была всегда мысль, думаю, что за такое идиотское тупорылое название, новичок, как можно было вообще так назвать? А сейчас, когда я создаю ролик «Медитация без шизы для новичков», у меня то уже значение мысли сыграло. То есть, понимаешь, как легко перепрошить можно мозг человеку, да, и сделать белое черным, черное белым и так далее. Будет ролик называться по-другому, будет называться «Медитация без шизы для начинающих». Итак, вот медитация. Вообще вокруг медитации ужасно много мифов и ужасно много лишней информации, которая лишь только убирает тебя от результата, только отдаляет от результата. Вообще медитация в классическом понимании подразумевает то, что ты должен какими-то техниками свой ум немножко почистить. То есть это какая-то своеобразная гигиена ума, спокойствие, успокоение нервов и так далее. Но я вам скажу, что медитация работает не так, как вы думаете. То есть медитация работает не через успокоение мыслей, а медитация работает через расслабление тела, а как следствие успокоение мыслей. И в принципе, по большому счету, весь мой канал здесь, он и посвящен тому, что я вам объясняю, как ваше тело влияет на ваши ощущения и мысли в голове, на вашу биохимию и на все остальное. Вот самой медитации, вот в классическом ее проявлении, когда ты сидишь, выгоняешь из своей головы мысли, когда вот стремишься к пустоте, вот таким я не занимаюсь. Потому что мне это скучно, мне это неинтересно, я считаю это неэффективным. Я разработал уже давно более прогрессивную современную форму, которая называется квантовая медитация. Об этом вот вы сейчас ролик посмотрите, увидите. Но в данном конкретном ролике я буду рассказывать, можно сказать, про классическую консервативную медитацию, которую вот вы знаете и понимаете, но со своими двумя авторскими элементами, которые гораздо интереснее и сильнее поднимут результаты и вообще сделают вам приятнее этот процесс. Итак, погнали. Вот смотрите, то есть медитация номер один, прогон и то, что вы делать не должны ни в коем случае, вообще никогда. То есть никогда не стремитесь сидеть в позе лотоса или вообще как-то сидеть ровно, сидеть так, как вам неудобно. То есть главный, первый постулат медитации – это чтобы тебе было удобно. Поэтому, допустим, смотри, едешь ты в такси, на заднем сиденье вот ты едешь. Водитель там что-то кряхтит, это его проблемы. То есть ты сзади, все, тебя нету. И твоя задача не сесть ровно, вот так вот с ровной спиной, а твоя задача, наоборот, стремиться в противоположную. То есть твоя задача медитации превратиться в кисель, понимаешь? То есть вот тебе как бы вот задача опасть. Вот смотри, то есть ты когда напрягаешься, наоборот, ровно, то есть ты садишься, то наоборот тело сковано, тебе тяжело. А вследствие скованности тела у тебя идет скованность психики, скованность мысли, напряжение, стресс. Любой стресс, он прежде всего на тело, знаешь, как сжимает. Тело твое обычное, нормальное, а любой стресс, он напрягает. Соответственно, когда ты еще и пытаешься держать ровно, ты вдвойне напрягаешься. А твоя задача стечь, как по стеклу капли дождя, вот так вот стекают потихоньку. То есть все твое тело должно от лица и вот так вот расплавиться. Поэтому смотри, для начала я сейчас теоретически это все показываю тебе, а потом прям на практике я вам покажу там 3 минутки, как это должно выглядеть. То есть, номер один постулат. Ты садишься, как тебе удобно, спина обязательно куда-то облокачивается, это может быть даже ты лечь можешь. Но, допустим, ты едешь в такси и ты сидишь. Соответственно, ты должен сесть вот как тебе вот удобно, вот так вот расплыться, да, вот полностью везде оперся, и твое вот это вот лицо, которое есть, оно должно, знаешь, как будто бы, знаешь, как будто ты болеешь, какой-то ты болезнью такой психологической, психической, ты как ненормальный немножко, у тебя так вот, как слюни должны течь, знаешь, как будто у тебя передоз транквилизаторов. То есть ты должен сесть, вдохнуть, выдохнуть, и вот просто вот так вот вообще никак не напрягать нигде ничего, ни кусочек своего тела. То есть ты наоборот должен стечь.
Вот прям сверху. Просто вот сделай задачу такую вот, что вот ты сверху есть, прям идешь вот начиная от лба и вниз, просто стекай вниз. Просто стекай, не напрягайся нигде. И вот уже плечи, уже руки. Оно просто как кисель валится, понимаешь? Ты просто рассыпаешься на кусочки. Все, ты рассыпался вниз, тебе уже стало от этого факта в 2 раза лучше здесь и сейчас. Просто здесь и сейчас от того, что ты расплылся как поносик, да? Потек по ногам. Да, все, это первый момент. А теперь смотри второй момент, тоже вот такая вот авторская фишечка. Все напряжение твое, любое, стресс и все такое, по большому счету это равно страх. То есть любой стресс это либо уже пережитый страх, который застрял в тебе, либо это ожидание чего-то вот что наступит. То есть в любом случае стресс равно страх, всегда. И вот смотри, так как стресс равно страх, то ты боишься, то есть ты по сути себя внутри себя скован и постоянно напряжен. И как выкинуть это чувство страха из себя? Что самое эффективное и чем пользуются даже дети? Вот может быть ты сейчас догадаешься, вот 2 секундочки тебе, 1, 2, не догадался. Смотри, они делают что? Типа я в домике, да? То есть вот это вот игра в домике. Или они от бабайки прячутся где? Под одеялом. То есть суть твоя заключается в том, что твоя психика должна спрятаться в определенное твое вот какое-то такое спокойное место. А это спокойное место достигается том, что ты можешь вот так вот себе в голове сказать просто. Я закрываю глаза, все, я закрыл глаза. И в тот момент, когда я закрыл глаза, вот я как в домике. То есть меня уже ничего не волнует. Вот смотрите, то есть я открыл глаза, я боюсь, я в стрессе, я напряжен, я в тревоге. Но договорились так, что как только я закрываю глаза, это все не работает. Вот давайте попробуем. То есть вот смотри, ты сейчас боишься, переживаешь. Ты закрываешь глаза, а тебе похер. Тебе похер, потому что ты закрыл глаза, потому что ты так с собой договорился. И вот просто побудь в этом состоянии с закрытыми глазами. Просто дай этой психике, она умеет восстанавливаться. Но ей нужен вот этот период в 5, 10, в 15 минут, когда она может не бояться. Ей надоело бояться. Просто закрой глаза, договорись с собой, и ты в кайфе. Ты в безопасности, потому что ты закрыл глаза, потому что ты в домике. И плюс к этому, так как ты еще в домике, ты еще и стекаешь жижей вниз. То есть ты еще и расслабляешь тело. В итоге вот эти вот 2 ключа тебе дадут то, что ты перед любой встречей, перед любым, не знаю, вот чем угодно, интервью, начальник, что угодно, ты просто топ. Ты залетаешь, ты свеж, ты бесстрашен, ты хорош. Ты реально, ты настраиваешься, у тебя уходит весь мандраж, у тебя уходит все напряжение, у тебя уходят все переживания дня. То есть вот эту технику я приемлю. И это единственное, что я использую в этой жизни, когда у меня нету моих скрипт-кассет под руками. Скрипт-кассеты это, опять же, посмотри видео, это новое, это прорыв, это будущее. Но когда у меня нету, я еду в такси, я могу вот такое использовать перед ответственной встречей или еще перед чем-то. Все гениальное просто, друзья, не заморачивайтесь, не ищите там высшие чакры, там бесконечные вот эти потоки энергии, вселенных, космо, не космо. Все гораздо проще. Все в теле и в биохимии. И этот мой канал подтверждает это уже сотни видео, которые работают, которые люди в шоке. Чакры без шизы, посмотри, там тоже очень-очень интересно. Что-то примерно такого же, альтернативный взгляд на уже привычные вещи. И вообще я тебе хочу еще вдогоночку такое сказать, что если ты проанализируешь, то все твое тело, оно является этажами. И вот эти этажи напряжены в определенной последовательности. То есть лоб всегда напряжен, челюсть всегда сжата. Дальше немножечко идет подтянуто немножко вверх, живот опять напряжен, икры опять напряжены. То есть оно идет, знаете, как вот таким стеллажами, конструктор из стеллажей. И получается, ты когда проходишь вот это вот все, расслабляешься, то оно все как-то заходит в один такой более-менее среднее состояние тела. А так как у тебя, получается, одни участки перенапряжены, а другие, наоборот, из-за этого выключены. И, допустим, когда ты ходишь, ты должен ходить на ягодицах, но ягодицы выключены, а ходишь на пояснице, и у тебя болит спина. Вот примерно в таком духе. А когда ты вот сейчас посидишь в медитации такой, то ты почувствуешь, что твое все тело, оно стало как более такое цельное, напряжение просто-напросто испарилось. Все, друзья, будьте здоровы, берегите себя, пока.